Всем доброго времени суток, друзья! И я рада приветствовать вас на моем канале Дивный творческий мир. И сегодня мы будем делать картину из сухоцветов. Некоторое время назад я показывала мастер-класс по экстремальной сушке растений, то есть это супер быстрая сушка с помощью утюга. Ссылочку на это видео я оставлю внизу. А сегодня я буду делать картину уже из готовых сухоцветов, которые я делала двумя способами. С помощью той самой экстремальной сушки, а некоторые виды растений я сушила старинным способом в книгах. Итак, берем бумагу для акварели или обычный плотный белый картон для творчества. У меня в данном случае это лист из альбома для фотографий. Я его использую в творчестве, так как бумага мне очень нравится, она очень плотная, не размывается. Для работы нам понадобятся краски и бумага для начала. Как вы видите, я наношу коричневую краску на лист. Не надо добиваться четкого прокрашивания, даже если где-то у вас остаются просветы, это не столь принципиально. Это даже, на мой взгляд, интересно смотрится потом в итоге. После того, как коричневая краска нанесена, я сверху начинаю наносить красную. И хорошенько все это растушевываем кистью, так как под низом краска еще свежая, эти цвета начинают смешиваться и давать интересные оттенки и цвет. Получается такой красно-коричневый тон. Это будет основа нашей картины. Даем хорошенько высохнуть нашей заготовки. И затем для прочности, чтобы потом краска, не дай бог, не потекла, краску можно использовать в данном случае и гуашь, и акриловую, так как все равно покрывается лаком, я вспрызгиваю все это аэрозольным лаком для закрепления. Даю просохнуть и приступаем к дальнейшему этапу работы. Такую картину в готовом виде лучше хранить под стеклом, поэтому я подобрала соответствующую рамку. Она недорогая, я приобрела ее в фикс-прайсе за 100 рублей. И сейчас по размеру этой рамки я вырежу свой холст. Вы знаете, эти картины я первый раз увидела еще будучи студенткой. У нас в городе тоже был всегда свой Арбат, где художники продавали картины. И вот однажды, гуляя там, я увидела какие-то необычные картины. Я сначала подумала, что они написаны маслом, как обычно, но потом поняла, что что-то в них есть необыкновенное. Подошла, спросила у художницы, что это за техника, и она сказала, что это сухоцветы. И вот с тех пор я просто влюблена в эти картины. Она вкратце рассказала мне об этой технике. Спасибо ей огромное за то, что она поделилась. Я до сих пор этому благодарна очень. И вот сегодня мы делаем такую картину. У меня была декупажная бумага в виде рогожки, и именно из нее я вырезала корзинку, а затем приклеила ее на обычный белый лист бумаги, чтобы было прочнее. И затем уже готовую корзинку приклеиваем на наш холст. И вот в таком виде я храню свои сухоцветы. В файл я кладу несколько листов бумаги или картон, чтобы было плотно все. И уже туда закладываю готовые сухоцветы. И так стопочками они у меня хранятся и сохраняются очень даже хорошо. Только хранить нужно в темном месте обязательно. А теперь приступаем к самому главному, к составлению картины. Начинаем составлять обязательно от внешнего края. Сразу определяем границы, контуры нашей картины и выкладываем крайний ряд. Если мы пойдем от центра выкладывать сухоцветы, то последующими рядами мы будем закрывать центральные ряды и все следующие. И это будет выглядеть неестественно, поэтому обязательно нужно начинать с внешнего края. Выкладывайте в произвольном порядке, так, как вам нравится, как душа пожелает.
И после того, как мы выложили этот крайний ряд, я приподнимаю каждый сухоцвет и наношу достаточно жирным слоем клей ПВА. Здесь в данном случае лишним он не будет, потому что каждый сухоцвет мы должны очень хорошо погрузить в клей. Сначала снизу, а потом сверху. Берем мягкую кисточку. Жесткой кисточкой работать нельзя, вы поломаете сухоцветы. Обязательно мягкая нежная кисть. Легкими движениями мы накладываем клей на сухоцветы. Если что-то не так положили, все очень легко поправить. Подвинуть, и все можно исправить. И постепенно двигаемся от внешнего края к центру. Я выложила сначала светлые веточки и листочки папоротника, а теперь я выкладываю сухие веточки лаванды. Лаванду я, кстати, также сушила в книгах, хотя она очень хорошо поддается и экстремальной сушке. Это уже на ваше усмотрение. А по поводу экстремальной сушки, тут надо тоже смотреть. Многие растения прекрасно сушатся этим способом, но есть очень водянистые цветочки, которые при помощи утюга могут поменять цвет. Они тоже могут остаться красивыми, но иногда бывают становятся просто рыжими. Тут надо уже смотреть. Для пробы возьмите один цветочек, попробуйте. Если этот способ подходит, то прекрасно. Вообще способ замечательный. И вот из этих растений, из всех, у меня половина высушена одним способом, а половина старинным способом в книгах, как я уже говорила. Очень хорошо сушатся желтые цветочки. Почти все цветы желтых оттенков прекрасно поддаются экстремальной сушке утюгом, не меняют цвет и выглядят очень хорошо. Ну, в книгах, естественно, тоже. Сверху прям запечатываем все клеем ПВА, чтобы все было покрыто. После высыхания клей ПВА становится прозрачным. И картина будет выглядеть цельной, однородной, но обязательно покрываем клеем всю картину. Иначе у нас будет след виден от клея, если мы не покроем остальной холст. Кстати, фон для картины можно делать абсолютно в любых оттенках. Можно в темно-зеленых, в синих, в черном цвете. Также красиво смотрится картина, если вы делаете ее из светлых цветов. Поэтому экспериментируйте, пробуйте. Для работы мне нравится раскладывать сухоцветы вокруг картины. У меня весь стол сейчас заложен сухоцветами, просто это не видно, но так очень удобно работать. Вы можете видеть и выбирать каждый цветочек, который вы хотите добавить в данный момент. Если они будут лежать в файлах, вы просто не сможете все увидеть и охватить взглядом, а следовательно не сможете понять, что бы вы хотели в данный момент добавить. Это нужно видеть. И поэтому я делаю именно так. А теперь добавляем ромашки. Я их просто обожаю. Они высыхают и остаются почти такие же, как будто только сорванные. Очень красиво смотрятся и всегда оживляют любую картину, любой букет. Поэтому обязательно добавляем ромашки. А теперь добавим несколько цветочков петуньи разного цвета. Она тоже прекрасно высыхает и сохраняет цвет. Наслаиваем цветочки друг на друга. Они не должны быть в один слой, потому что это будет также смотреться неестественно в обычном букете, когда вы его видите или фотографируете. Вы же видите наслоение одних цветов на другие. И здесь мы передаем то же самое. Наслаиваем цветы друг на друга, добавляем сверху какие-то веточки, листочки и так далее. И уже когда все закрыто, я решила как акцентные цветочки добавить 2 виолки желтого цвета. Они очень красивые. Их я размещаю на видных местах и уже закрывать ничем не буду. Несколько цветочков я наклеиваю прямо на корзинку сверху, как будто бы они естественным путем не спадают сверху на нее. И не забываем обязательно для более естественного вида положить внизу сбоку от букета
какие-то маленькие частички лепесточков или каких-то маленьких листочков, как будто бы они туда естественным образом упали. Картина заполнена, и теперь я оставила ее на просушку на сутки. Она хорошенько высохла. Как вы видите, клей стал прозрачным, холст стал очень прочным. И теперь мы должны покрыть ее лаком. Я буду покрывать акриловым лаком. Большой мягкой кистью я покрою в 2 слоя с промежутками. Моя картина готова. Осталось только вставить ее в рамку. Если вы сделаете картину из сухоцветов по этой технологии, то она будет служить вам многие-многие годы и будет сохранять свой внешний вид в первозданном состоянии. Самое главное, не вешайте картину под прямые солнечные лучи, но это закон для любых изображений, для любых фотографий. На солнце они выгорают, а так сохраняется она прекрасно многие-многие годы. Посмотрите, как она выглядит в раме, смотрится как нормальная, красивая, полноценная картина. И даже сложно понять, что она сделана из сухоцветов. Можно подумать, что это просто картина, написанная маслом. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А сейчас я с вами прощаюсь. До новых встреч и всего вам самого доброго. Пока-пока!